«Мама, а мы ужинать сегодня будем?» Кира подняла глаза на сына. «Конечно, дорогой, вот только отдохну 5 минут и сразу приготовлю что-нибудь». Костя кивнул и вышел из комнаты. Ему было страшно жалко маму. Он знал, что на фабрике тяжелая работа, что никто долго там не выдерживает, а еще там плохо платят. Все это он знал из разговоров соседок. Они часто сидели во дворе и обсуждали все, что только можно. А так как сидели они на лавочке, как раз под их окном, то Костя уже знал много. Например, совсем недавно он узнал, что Нинка, которая работает в магазине, в 4-й раз собралась замуж. Там было еще много интересного, в основном в описании Нинкиных качеств. Но Костя и половины слов не знал, которыми ее награждали соседки. Или чуть пораньше он слышал, что папа Кольки, его заклятого врага, возможно, и не папа ему совсем, потому что мамка еще той была. Дальше снова было незнакомое слово, которое Костя тут же забыл. Вообще, мальчик прекрасно знал, что подслушивать нехорошо, но он надеялся, что всезнающие бабки когда-нибудь прольют свет и на его появление на свете. Они с мамой всегда здесь жили, и бабки тоже, так что точно что-то знали. У мамы Костя спрашивал, но она всегда уходила от разговора. Говорила, что папа его погиб, а родственников у него не было. Костя прекрасно знал, что мама что-то не договаривает или совсем врет, но не настаивал. Понимал по виду мамы, что ей неприятна эта тема. Кира работала на фабрике, где делали всякие резиновые изделия. Работа была не только тяжелой, но и вредной. Но женщина не жаловалась, хоть и обманывали их всех в деньгах, но выходило все равно больше, чем если бы она пошла на другую работу. Да и найти работу в их городке было не так уж просто. Крупные предприятия давно закрылись, так что работников было намного больше, чем рабочих мест. Костя услышал, как мама прошла на кухню, и сразу пошел следом. «Мам, давай я что-нибудь помогу». Кира улыбнулась. «Мой хороший, на вот, делай бутерброды, а я быстро картошки пожарю и салат нарежу». Костя очень любил эти мгновения. Они с мамой вдвоем что-то делают, разговаривают. Конечно, ему уже 8 лет, но он все равно очень скучал по маме. Она уходила, когда он еще спал, а возвращалась, чтобы только накормить его ужином, что-то поделать по дому и уснуть. Но он все понимал и не обижался. «Мама, а если наш папа умер, то нам же должны платить за него денежки». Кира уронила ложку на пол, быстро подняла ее и повернулась к нему. «Откуда такие познания?» «Я слышал, как бабки во дворе говорили, что тетя Катя получает много денег на Сашку, потому что их папа умер. Правда, они говорили, что она все их пропивает. А ты меньше бабок слушай». Костя опустил голову, и Кира вздохнула. Присела с ним рядом. «Понимаешь, сынок, твой папа умер, даже не подозревая, что ты вообще собираешься появиться. Мы с ним поссорились, и он уехал. А потом я не успела ему сказать». «Жаль, тогда бы тебе не пришлось только работать». Кира улыбнулась и обняла его. «А давай сходим с тобой в выходные в парк». «Мама, правда?» «Ну, конечно, правда». Костя сначала обрадовался, но потом покачал головой. «Нет, мама, у тебя тогда совсем не будет времени на отдых». «Никаких нет. Мы же не на весь день. Погуляем, а потом отдохнем». Костя сразу после ужина пошел к себе в комнату. Сегодня вторник.
Он нарисовал на бумажке 3 кружочка, подумал немного, нарисовал 4-й и зачеркнул его. Пусть зачеркнутый будет сегодня, так как-то лучше. Утром его разбудили голоса. Лето стояло жаркое, и мама, прежде чем уйти на работу, открывала окно у него в комнате. Бабки обычно собирались позже, и Костя успевал выспаться. Он посмотрел на часы. Костя давно уже понимал в часах, да и вообще, для своих 8 он был очень сообразительным. Часы показывали 10. Он не любил рано просыпаться, тогда время до 6 вечера тянулось уж очень медленно. В 6 мама заканчивала работать, и Костя начинал ее ждать. Киру я сегодня видела. Высохла, как вобла. Работа на фабрике, видимо, не сахар. Тут же подключилась и вторая старушка. Так мало того, что работа, а попробуй, проживи на одну зарплату. Мальчонка-школьник, за квартиру платить надо. Тут только шевелись. А какая девка красивая была! Костя тихо спустился с кровати и подошел к окну. Он присел прямо на пол, чтобы его не было видно, завернулся в одеяло и сидел. А сама виновата. Надо было выходить замуж за нормального парня. Так нет же, погналась за богатым. Да ну, это он ее обманул. Вроде же у них все хорошо было. Ой, не знаю, бабы, но я помню, что к ней мать его приходила, кричала тут на нее разными словами. А потом Кира и уехала сразу, а вернулась уже с Костей. Точно, она же уезжала. Значит, матушке его не по вкусу пришлась. А он-то где? Как где? Он же сейчас директор той самой фабрики, где Кира и работает. Как? И даже не помогает им? А чего ему помогать-то? Он, может, и не знает, что она там работает. Сильно директора вникают в то, кто им деньги зарабатывает. Костя сидел на полу и смотрел перед собой широко открытыми глазами. Как же так? Мама, выходит, его обманывала? Его папа жив, и у него все хорошо? Но это же несправедливо. Так не должно быть. Костя слышал, что бабки еще о чем-то разговаривали. Но главное, он услышал, что они называли его имя – Андреев Николай. Мальчик решительно встал. Он мужчина, хоть и маленький, поэтому должен помогать маме решать всякие проблемы. А вдруг мама и сама не знает, что его папа директор? Хотя такое вряд ли возможно. Через час он был готов. Фабрика была не очень далеко от дома. Они с мальчишками часто туда бегали, потому что на свалке, которая принадлежала фабрике, можно было найти много интересного. Костя вышел из дома и направился в сторону фабрики. Он все объяснит этому Николаю Андрееву, и у них с мамой все наладится. Мальчик устроился у входа в административное здание и стал ждать. Он и не надеялся, что у него все получится за один день, но ему повезло. Перед зданием остановилась красивая машина, и из нее вышел молодой мужчина. Он нес в руках какую-то папку и одновременно просматривал бумаги в ней. Костя встал перед ним. «Здравствуйте». Мужчина остановился и с интересом посмотрел на Костю. «Привет. Ты что, меня ждешь?» «Да, у меня к вам важное дело, личное». Мужчина широко улыбнулся. «Ну, раз важное, то пойдем ко мне в кабинет». Костя покосился на дверь. «А тут нельзя?» «Ну нет, друг, важные дела так не решаются. Или боишься?» Костя вскинул голову. «Я ничего не боюсь». Они вошли в здание, а потом и в кабинет. Мужчина сказал девушке, которая их встретила: «Меня ни для кого нет, у меня важная встреча». Она посмотрела на Костю удивленно
но ничего не сказала. «Присаживайся, я тебя слушаю». Костя растерялся. Он не знал, как начать. Потом собрался с силами и сказал: «Вы Николай Андреев, вы мой папа, только мама не знает, что я к вам пришел. Я сам». Брови мужчины взлетели вверх. Всякое Николай Андреев повидал на своем веку, пусть и не очень длинном, но чтобы такое? Очень интересно. Мама не знает. А это она сказала тебе, что я твой папа? Скорее всего, кто-то решил подзаработать и для этой цели использует ребенка. Некрасиво, но ничего. Он все сейчас выяснит и накажет того человека, чтоб неповадно было. Нет, мама говорит, что мой папа, то есть вы, умерли и даже не знали о моем существовании. Тогда откуда? Я слышал, как бабки во дворе говорили, что сначала вы ходили к моей маме, потом бросили, а потом приходила ваша мама, ругалась на мою, и моя мама уехала. Вы только не говорите моей маме, что я приходил». Николай удивленно смотрел на Костю. Так, парню лет 7-8. Не может быть. Да нет, этого быть не может точно. Николай же точно знает, что Кира ему изменила, а потом вышла замуж и уехала. Или уехала, а потом вышла замуж. Да без разницы. Он точно... Стоп. А откуда он это знает? Мама говорила, Кристина подтверждала. Да и ездил он к Кире несколько раз. Квартира была закрыта. Соседка сказала, что та уехала и не вернется. «А как зовут твою маму?» «Кира. Кира Васильева». Николаю стало плохо. Он глотнул водички из бутылочки. «Так, Васильева. А почему у Киры девичья фамилия, если она вышла замуж?» «А тебя как?» «Васильев Константин Николаевич». Николай встал. «Так, Костя, ты беги домой, а я обязательно что-нибудь придумаю, то есть решу. В общем, я с тобой не прощаюсь». Костя видел, как мужчина разнервничался и поспешил кивнуть. Он быстро проскочил по коридору и выбежал на улицу. Сейчас он совсем не был уверен, что сделал все правильно. Николай взял телефон. «Мама, привет, ты дома? А, ты с Кристиночкой чай пьешь? Очень хорошо. Скажи моей драгоценной супруге, чтобы она меня дождалась у тебя. Я скоро буду». Он гнал машину и вспоминал. Киру он любил просто безумно. У него даже мысли ни разу не возникло, что их может что-то разлучить. Правда, маме Кира не очень нравилась. Мама говорила, что от осинки не родятся апельсинки. Дело в том, что родители Киры были, мягко говоря, пьяницами. Как они сумели ее вообще вырастить, непонятно. Но Николай их не видел. К тому моменту, как они познакомились, родителей уже не было на свете. Век пьяницы не так уж и долг. Открыто мама ничего такого не говорила, но он знал, что мама спит и видит, чтобы он женился на Кристине, дочке ее подруги. Кристина, кстати, тоже была не против. И когда Кира бросила его, очень умело утешала Николая. За 7 лет, что он женат на Кристине, она так и не родила. Все время говорила, что это лишнее, что не хочет портить фигуру, да и вообще дети, в ее понимании, это сплошные проблемы. А Николай не настаивал. Боялся, что родится такой же потребитель, как сама Кристина. О измене Киры ему рассказала мать. Даже какие-то фотографии показывала. Кристина гладила его по плечу и говорила, что это гены. «Мама, я хочу услышать, зачем ты ходила к Кире перед тем, как она уехала?» Анна Валерьевна схватилась за сердце и упала в кресло.
красноречиво посмотрев на невестку. Та кинулась к ней и начала кричать на Николая. «Как тебе не стыдно? Не видишь? Маме плохо!» «Хватит! Я прекрасно знаю, что маме всегда плохо, когда ей не хочется отвечать на вопросы. И тебе, Кристина, придется тоже ответить на мои вопросы». От матери он вышел через час. В голове стучало. Сзади бежала Кристина. «Николай, что ты собираешься делать? Я не дам тебе развод. И вообще, я согласна. Давай родим ребеночка». Он резко обернулся к ней. «А мне не нужно. У меня есть ребеночек. Причем уже вполне взрослый». Он сел в машину и вырулил из двора. Кристина так и осталась стоять, глядя ему вслед. Весь день Костя думал. Он понимал, что поступил некрасиво по отношению к маме. Нужно было ей все рассказать. Но теперь думать об этом поздно. Только, а если тот Николай Андреев обидится, разозлится? А если он уволит маму? От всех переживаний он так устал, что уснул. А потом у него поднялась температура. Когда Кира пришла с работы, Костя уже бредил от высокой температуры. «Костя, господи, что с тобой?» «Мама, папа, я все рассказал ему». Кира не вслушивалась в то, что говорит сын. Она вызвала скорую. Доктор сделал укол, осмотрел Костю. «Никаких признаков. Ваш сын мог перенервничать? У детей такое бывает». «Нет, не знаю. Он один дома, пока я на работе». «То есть вы оставляете ребенка 8 лет на весь день одного? Что же вы за мамаша? Я буду вынужден сообщить куда следует. А если что-то случится?» «Но простите, мне же нужно работать». «Это ваши проблемы. Нанимайте няню. Папы, я так понимаю, нет?» Доктор что-то быстро писал. «Почему же нет? Есть. Просто временно был в отъезде. Давайте-ка сюда вашу бумажку и не пытайтесь испортить людям жизнь». Кира в изумлении повернулась к двери, косяк которой подпирал Николай. «Ты? Ты откуда?» «Неважно. Спасибо, доктор. Теперь мальчиком займется наш семейный доктор». Врач, который узнал Николая Андреева, хозяина единственного в городе завода, поспешил ретироваться. Николай задумчиво смотрел на Киру, потом произнес: «Я понимаю, что дурак – это диагноз, но, может быть, ты дашь мне еще один шанс? Наш сын оказался умнее нас двоих. Взрослые люди, а глупые. Просто ответь мне, почему ты мне не сказала?» Кира пожала плечами. «Твоя мама сказала, что ты женишься на подходящей партии, на Кристине, и даже показала свадебное платье, которое ты ей купил». «Понятно. Мама не отличается богатой фантазией. Мне она сказала то же самое». Вечером Косте стало лучше. Николай только недавно уехал. Кира проговорила с ним почти 3 часа. «Мамочка, прости, это я все рассказал папе». Кира вытерла слезы. «Костя, спасибо тебе. Жаль только, что ты не сделал этого еще раньше». Он обхватил мать руками. «Он не ругается, он...» «Все хорошо, Костя. Теперь мы будем учиться жить с папой». Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.